то. Я поэтому рассказываю о случае с ножиком. И так я вообще остался один. Мои, значит, переживания в гетто, то есть в лагере, на этом не кончились просто так. Я имел много такое и много таких переживаний, которые, может быть, иногда и могли стоить мне и жизни. Значит, из таких событий я хочу рассказать пара. Значит, первое было то, что, вы знаете, испытывая этот голод и так далее, ты пытался с чем-то прокормиться. И когда я пришел с работы с моль, и нужно было на кухню там перебирать картошки, помочь им, что-то такое, я не шел отдыхать, а я пошел, значит, туда. Может быть, я получу что-то такое дополнительно покушать. Когда я кончил эту работу, я имел неосторожность положить в карман 3 картофеля. Я думаю, что это женщины, которые работали на кухне, там были венгерки такие, были, правда, и с Литвы привезенные, но я не знаю, кто и как сказали об этому лагеркапу. Он пришел, проверил и нашел у меня этих самых картофель. Во-первых, он мне вывел, завел меня в Вашров, и там, как судья, решил. Его решение было окончательно и обжалованию не подлежало. За то, что я сделал такое нарушение, я получу 25 ударов нагайкой. Он велел мне снять штаны, подсунуть голову под кран, натянуть заднюю часть и считать. Вы знаете, я считал, как сегодня. Ой, eins, ой, zwei, ой, drei. Это было что-то страшное. Каждый удар отдавался с такой силой, что это было что-то такое. По-моему, это было больше, чем 25. Может, я уже не имел силы это считать. Он мне еще дал пару ударов в это и сейчас сказал: иди. А как идти? Я не мог ноги, понимаете, волочить. А я должен был идти работать в ночной смене в этот самой знаменитой фирмы «Моль». Когда я пришел в барак, ребята увидели, знаете, это меня, что я не могу ни сидеть, ни то, а я должен идти работать. Они мне помогли, значит, выйти из лагеря, волокли меня, помогали, а там на работе спрятали меня, чтобы я отлежался. И я так отлежался несколько дней, пока я мог немножко прийти в себя после получения вот этих самых всех ударов. Вот это одно, что со мной случилось в лагере в самом середине пребывания в нем. А вообще, если говорить о самом лагере, где мы были, так этот лагерь номер 1, как его назвали, это первый лагерь, который находился в Ландсберге. В Ландсберге, в окрестностях этого города, который находится около 30 километров от Гаутинга, где мы приехали, были расположены целый ряд лагерей
от концлагеря Дахау. Они все принадлежали концлагерю Дахау. И они были расположены в этом самом районе с тем, что поскольку они были рабочими, чтобы не надо было все время возвращаться в Дахау, их построили, значит, вот в этих районах, где нужна была эта самая рабочая сила. Из каких мест были люди в вашем лагере? Значит, когда мы приехали в лагерь, мы нашли там людей, евреев, из Польши и из Венгрии. Вы знаете, мы на них посмотрели, они были до того измученные, а мы по отношению к ним выглядели какими-то Геркулесами. Значит, когда мы выходили на апель это на подсчет, 2 раза в день мы должны были выйти на подсчет утром и вечером. Нас по колоннам, по блокам просчитывали, если все на месте. Они падали как мухи. Значит, вот около меня стоит человек, вот он упал, его уже нету. В моем ряду, рядом со мной, ряд впереди, сбоку, они падали как мухи. Значит, я думаю, к этому есть 2 причины. Во-первых, мы уже обкатку прошли в гетто Каунас, мы уже имели, знаете, кое-какой опыт в этом, а они были привезены, значит, сразу, не имея никакого за собой опыта, мук таких и переживаний может быть. Может, они были физически слабее, значит, нас, но со временем большинство в нашем лагере остались евреев, выходцев из Литвы, а уже из Венгрии, из Польши мало, они большинство, понимаете, там умерли. В самом лагере у нас за отдельной проволокой был и женский лагерь, то есть там находились те женщины, которые обслуживали кухню и другие работы, где требовалась женская рука. Скажите, Хайм, все, кто оставался в Каунасском гетто, были вывезены вместе с вами в Дахау? Да, да. И из других гетто Тоже прибыли, да, из Шауляя, из других мест. Но они были в других лагерях, допустим, из Шауляя они были большинство в лагере номер 2, значит. Но большинство были вывезены все в том направлении. Я вам даже хочу сказать, что эти молодые люди все-таки, которые с нами прибыло, дети, которые успели как-то пройти этот контроль, они прибыли в Дахау, а их было 130 детей, это я достоверно знаю. Их потом отправили в разных лагерях, в Аушвице, в Свенцим, и многие из них остались живы, я с ними встречаюсь и знаю, что они прошли вот это там. Правда, они не были в нашем лагере, они были в Дахау, а из Дахау депортированы, значит, туда, где это самые дети были. С кем-то сошлись вы поближе из тех, кто был рядом с вами? Вы знаете, дело в том, что я поневежанин сам. Я вам хотел это сказать в первой части, когда я говорил о гетто. У меня почти никого знакомых в Каунасе не было. Попал я в Каунасе, вы знаете, тоже как. Ни родственник, ни товарищей, ни друзей таких-то. И сказать о таких близких, я знаю, кто со мной
был, и я сейчас с ними встречаюсь, с этими людьми, и мы ездили с ними, и мы с ними в одной амуте, с этими людьми. Но сказать, что мы были там очень близкие товарищи, друзья, я не могу сказать, хотя я знаю, они меня знают, я их знаю, мы были и проходили, как говорится, все это муки вместе. Что я еще хочу сказать о этом лагере? В январе месяце появилась антлаузунг такой. Значит, тогда началась борьба против шеи, и тогда мы немножко легче начали дышать, потому что действительно, когда мы получали одежду, которая прошла дезинсекцию, и мы мылись, понимаешь, это горячей водой и так далее, уже не было такой опасности этих самых вшей. В феврале, марте, значит, в лагере было такое вроде затишье, но тут со мной произошло еще одно событие. Прибыли пакеты из Международного Красного Креста из Швейцарии. Нам раздавали сгущенное молоко, там, шоколад, знаете, что-то такое. Получив такую вещь, я не мог себе позволить сгущенного молока, значит, есть. Поэтому я решил его обменять на хлеб, на суп. И я подошел к этому лагерю, где были расположены, к этому месту, где были расположены женщины, венгерки. И я попросил, я говорю, нате вам это, дайте мне хлеба. Это говорит, давай. Значит, я им отдал, когда я получу, мы тебе дадим. Вы видели? Так я и видел. Не я получил это молоко, не я получил эту добавку, которую они мне обещали давать. В одно время нас где-то в марте, кажется, месяце перестали возить на работу. Чувствовалась какая-то атмосфера, что союзнические войска где-то недалеко. И мы проходили такую работу в самом лагере или рядом с лагерем. И меня послали перебирать эти посылки Красного Креста. Ну, как обычно, приходишь к такому месту, и я имел осторожность или неосторожность. Я взял и положил в карман банку сгущенного молока, и я ее провел в гетто. Вы знаете, я опять не хотел это молоко, я хотел хлеб или что-нибудь такое. Тогда мне ребята говорили, знаешь, что вот есть этот капо наш, ты отдай ему это, и он тебе даст, значит, этот хлеб. Что я и сделал. А что оказалось? Что этот бандит, еврейский капо, хотев прислуживаться этим самым немцам, пошел и доложил им об этом самом случае. И в один прекрасный вечер это было, когда мы стояли на апелле, значит, вдруг вызывает Häftling 81422, пожалуйста. Это говорится, значит, арестант под номером 81422, выйти из строя. Я вышел, и я вижу, этот капо берет, говорит, мы пойдем в комендантуру. Я ему говорю, слушай, какой ты человек, зачем это тебе надо было это доложить? Ну, съел бы ты это самое, и все, ну, и все.
А я говорю, а что со мной сейчас будет? Меня заповесят? Или... говорит, тебе в карцер, тебе будет на голову лить холодную воду, тебе будет... Я знаю, что мне наговорил 10 бочек арестантов. Ну, что я ему мог, понимаете, сказать? Он мне завел в канцелярию. В канцелярию был, значит, комендант лагеря, был писарь лагеря, порядочный человек, между прочим. Не немец, а тоже австриец, не австриец, или венгер он был. И комендант спрашивает, что ты привел, в чем дело? Значит, что они ему говорят, что было. Он мне спрашивает, что? Я ему говорю, значит, по-немецки. Я говорю, господин комендант, поверьте мне, я знаю, что я сделал плохо. Я это не должен был делать. Но я настолько хотел кушать, я настолько был голоден, что я просто не мог устоять перед этим самым, что не брать. Хотя я очень сожалею, что я это сделал, и то, что я не должен был, понимаете, сделать. Знаете, он так посмотрел на меня, а стояла у него такая нагайка была, он, значит, этой нагайкой мне хуть, говорит, вон отсюда, вон. И все. Знаете, это был нес шамаим, потому что до того у нас в лагере повесили 3 ребят за то, что они сделали обмотки из старого немецкого одеяла. Вы понимаете? Вот такие случаи могут, значит, это произойти, ну, я не знаю, когда они могут произойти, но это произошло, этот самый факт. Значит, видимо, так Бог хотел, чтобы я продолжал, значит, жить. Ну, в дальнейшем, что вам рассказать об этих тяжелых буднях? Я думаю, что я коротко так охарактеризовал вам всю обстановку, которая была в этих лагерях. Я не буду говорить об этих больных, которые было. Я вам даже могу показать, вы знаете, вот тут мой палец шит нитками и иголкой в ревьюре. Когда я толкал вагон пустой из-под цемента, я был настолько-то слаб, что этот палец попал между 2 буферами. И этот кусок мяса стал просто висеть, видно кость. И я взял бумагу цементную, зажал это дело. Представьте себе, не было никакого заражения, ничего. Я пришел в лагерь, зашел в ревьюре там, где это самое, взяли иголку и нитку, зашили, конечно, очень срослось, некрасиво, неправильно, но, значит, это тоже штрих какой-то из этого буден, когда тебе никто ничего, черт, не брал. Короче, мы, как и в Каунасском гетто, начали чувствовать приближение что-то такого. Начали появляться американские самолеты, начались какие-то бомбардировки. Даже недалеко от нашего лагеря падали такие-то. И мы чувствовали, что что-то должно произойти. В один прекрасный день, это было в апреле, где-то я не помню сейчас точно какой день, нас собрали и пешком из Ландсберга погнали в центральном лагере Дахау. И вот мы шли несколько дней, я даже не знаю сколько,
пришли в этот центральный лагерь Дахау. Там расположились на площади, нас расположили, расселись. Что с нами будут делать, мы не знали. Нам выдали паёк, значит, хлеба и какой-то кусочек маргарина к этому. Кто-то умудрился получить 2 раза, знаете, пройти эту самую очередь, получить двойной паёк. Ну и когда все было роздано, весь паёк был, значит, подан, нас подняли и в окружение этих эсэсовцев, собак и других нас начали гнать. Куда мы шли, мы не знали. Куда нас вели, мы не знали. И я думаю, что даже сами немцы, которые нас вели, тоже запутались в том, поскольку наступление американских союзничных войск было настолько близкой, что они не смогли сориентироваться, куда они должны нас, значит, вести. Было очень тяжело ходить. Мы были изнеможданы, вы знаете. Этот сухой паёк, который они дали, съели, как говорится, сразу там же, голодные. Никто нам не давал ни воды по дороге, те самые немцы, которые попадались, ихние дома по дороге, ни хлеба, ни воды, как говорится, ничего. Они все закрылись, и как будто бы они нас не видят, как будто бы мы не существуем. Так мы шли довольно-таки долго. К тому времени я даже не знаю сколько, но вдруг у меня начала кровь с носа идти, сухо, я уже не мог двигаться как следует. И вы знаете, я решил, что хватит. Больше я не иду. Я, как многие другие до меня, падаю на дорогу, и пусть со мной делают, что хотят. Потому что на протяжении всего этого пути многие падали, их пристреливали, оставляли и шли дальше. Почему я вам говорю, что даже немцы не знали, куда идут? Это у меня тоже осталось в памяти. Рядом со мной шел немец с автоматом, знаешь. И вдруг он мне говорит по-немецки. Я владел немецким языком. Он говорит: ты знаешь, я бы сегодня хотел быть на твоем месте. Я говорю: что вы? На моем месте быть арестантом? Он говорит: да. Больше он ничего не сказал. На этом, значит, окончилось. Из этого я делаю вывод, и тогда сделал вывод, что они сами не знали, что где. Они чувствовали, что что-то за ними, понимаете, это идет. Я упал, как я говорил, на дороге, закрыл глаза и лежал. Прошла вся колонна, уже не был слышен вой собак. Прошли немцы, которые нас провожали. Один около меня подошел, пнул ногой и сказал, что dieser ist schon fertig, он уже готов. Значит, на меня он видел кровь, знаете. И они пошли дальше. Стало как-то тихо, спокойно, ничего не слышно.
Я так открыл глаза потихоньку, вижу рядом еще два ребята, значит, лежат. В это время какой-то немец, цивильный, идет, и он говорит нам: а что вы здесь лежите? Вот, вы видите этот лесок? Там есть мост. Бежите через этот мост, на той стороне там уже американские войска. Нам чего не оставалось делать. Мы поднялись, как будто бы у нас появился новый импульс, у этих ребят тоже. И мы в арестантских этих самых одежде бежим туда. Мы подходим к этому самому мосту, подбегаем сдалека, видим. Мост полно немецких войск, регулярных войск, полно. Нам некуда деваться. Мы бежим через мост. Они нам ничего не делают, пропускают, понимаете, нас. Мы пробежали этот мост, увидели сарай. Немножко дальше. Мы забежали в этот самый сарай. Там было полно, значит, сена. Мы забрались на это сено, влезли вглубь